Шикарнейшая заготовка на все случаи жизни. Добавляю кусочек закусочного масла к овощам, к печеному или отварному мясу или рыбе, к макаронам, к вареникам, к пельменям. А на праздничный стол просто намазываю на гренки. Это искры вкуса, а как просто готовить. В видео сразу 5 рецептов и будет очень вкусно. Привет, дорогие друзья! Меня зовут Галина Артеменко. В этом ролике обожаемая мной тема – закусочные сливочные масла. Такие закусочные масла – это, собственно, закуска на какие-нибудь праздничные греночки, на маленькие тарталетки. И это отличный вариант соусов, которые можно приготовить, отправить в морозилку, и там они будут храниться на все случаи жизни. Причем у вас может быть ассорти разнообразных вкусов. И по ситуации вы приготовили дома стейк или просто отварили или пожарили куриную грудку, достали, взяли кусочек, и у вас классный, фееричный, искристый соус для этого блюда готов. Они привносят разнообразие, они добавляют вкуса, добавляют объемности, ароматов, всего остального, даже самым-самым простым блюдом. Отварная картошечка, макароны какие-нибудь печеные или отварные, или приготовленные на пару овощи. Такие масла очень классно разнообразят любое блюдо. Список ингредиентов для каждого рецепта из роликов в описании внизу. Общее правило для приготовления любого закусочного масла – масло должно быть комнатной температуры. Так с ним будет легко работать и ингредиенты смешаются быстро. Итак, поехали! Масло с укропом, оливками и лимоном. Сперва нарублю все добавки. Мелко рублю укроп, чтобы он начал активно источать аромат. Каждое масло – это сильная вкусовая добавка. То, с чем конкретно подавать каждое – дело вкуса. Например, это масло с оливками кому-то понравится больше с рыбой, а для меня оно довольно универсальное, но очень сильно я люблю его с картофелем, отварным или печеным, а также очень вкусно с цветной капустой. Рублю оливки. Их я режу не прямо в пюре, чтобы была своя текстура, но по желанию можно их порубить мельче. Можно даже измельчить блендером, если хочется максимальной гладкости. Теперь натираю на мелкой терке цедру лимона, хорошенько его вымыв. Секрет вкусного закусочного масла в том, что вкусовые композиции составляются из ингредиентов с очень сильным вкусом и ароматом, а также тут важен баланс вкусов – соленого, кислого или сладкого, если такие ингредиенты добавляются. Так укроп в этом рецепте придаст аромат, оливки – аромат и соленость, а лимонная цедра освежит весь вкус. Приступаю к смешиванию. Масло размягчилось, оно нежное. Разминаю его, добавляю соль и лимонный сок. Да, соль есть и в оливках, но масло само по себе как база, и его важно сбалансировать как солью, так и кислотой. Именно так не будет ощущения неприятной жирности. Отправляю в масло укроп, оливки и лимонную цедру. Перемешиваю до однородности. Если подаете масло сразу, можно просто переложить его в какую-то пиалу. Для хранения и применения его удобнее всего заморозить, придав форму колбаски. По необходимости в будние дни я выбираю то масло, которое хочу, отрезаю по кусочку и отправляю на горячее блюдо, будь то мясо, рыба, овощи или крупы. Масло растает и превратится в ароматный соус. Масло чесночно-имбирное с ярким азиатским характером. Отправляю в ступку очищенный чеснок и имбирь. Добавляю соль, которая будет и для вкуса, и поможет разбить ингредиенты быстрее. Растираю чеснок с имбирем в пасту. По желанию можно использовать терку, блендер или просто очень мелко все порубить. Масло комнатной температуры разминаю. Добавляю лимонный сок. Отправляю в масло имбирно-чесночную пасту. Перемешиваю до однородности. Придаю форму колбаски, оборачиваю в пергамент и убираю на хранение в морозильную камеру. Яркое, искристое по вкусу масло. На моем канале уже есть одно видео с 6 рецептами закусочных масел. Я оставлю ссылку на него в описании под этим роликом. И еще есть несколько рецептов на сайте. Тоже ссылочки будут в описании. Но я, конечно же, не могла пренебречь этой темой, она была в запросах среди моих зрителей, читателей, и я с удовольствием сделаю расширение ассортимента таких закусочных масел. Тем более, как я уже говорила, их можно приготовить сразу много, запаковать, отправить в морозилочку, и они там будут замечательно храниться и радовать вас и на праздники, и в будние дни.
Масло с карри. Еще один привет в Азию. К размягченному маслу всыпаю соль и добавляю пасту карри. Если нет пасты, спокойно используйте сухую смесь. Тут подходит и то одинаково. Добавляю горчицу с мягким вкусом и вливаю рыбный соус. Он тут работает как усилитель вкуса, поэтому рекомендую его не пропускать. Глубина вкуса будет шикарная. Вливаю лимонный сок и перемешиваю. Так как паста вязкая, сперва растираю ее, а затем смешиваю все вместе до однородности. Получается очень ярко и насыщенно. Придаю форму колбаски, убираю на хранение в морозилку. Масло с нори – это одно из моих самых любимых закусочных масел. Оно настолько вкусное, что я ем его просто с хлебцами, как бутерброды, даже не обязательно готовить под него какое-то блюдо. К размягченному маслу отправляю листы нори. Режу их небольшими кусочками при помощи ножниц, мне так удобнее всего. Кусочки немного распадутся во время смешивания, но и более крупные останутся, будет классно. Вливаю соевый соус, добавляю немного соли и выжимаю лимонный сок. Тщательно вымешиваю масло до однородности. Придаю форму колбаски, убираю в морозилку. Острое перечное, просто шикарно со стейками и другим мясом. Первым делом растираю смесь перцев. Пускай кусочки перца будут разного размера, чтобы было интереснее по текстуре. Отправляю растертый перец к размягченному сливочному маслу. Добавляю луковый порошок. Отправляю в масло пасту из жгучего перца. По желанию ее можно заменить просто сухим порошком чили, а если вы не любите острое, используйте просто паприку. Добавляю соль и выжимаю лимонный сок. Тщательно вымешиваю масло до однородности. Сперва больше внимания уделяю пасте из жгучего перца, так как она вязкая, а затем уже домешиваю до однородности. Шикарно. Придаю форму колбаски, убираю в морозилку. И вот за считанные минуты у меня готовы 5 разнообразных масел, которые ждут в морозилке. Даже банальная поджаренная курочка будет играть каждый раз новыми красками с таким дополнением. Если моя подборка вам пришлась по душе, ставьте лайк этому ролику, делитесь в комментариях, какой из рецептов понравился вам больше всего. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, так вы не пропустите выход новых вкусных роликов. А также подписывайтесь на меня в инстаграме, там у меня много ежедневного контента, разнообразное закулисье, разные маленькие лайфхаки, которые упрощают и облегчают кулинарную жизнь и делают ее максимально вкусной и при этом простой, незаморочливой, и вы никогда не будете уставшими, будете только в удовольствии от этого процесса. Меня зовут Галина Артеменко, это канал Жизнь вкусная, и до встречи в следующем ролике.